Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку. Это продолжение моей рубрики, которая называется «Ревизия», где я обсуждаю альбомы, которые вышли до того момента, как я создал свой канал. И сегодня у нас на очереди Майли Сайрус с альбомом Bangers. У меня уже вышло 3 ролика по этой же теме, там альбомы Адель, Гарри Стайлза и Рианы. Если вдруг кто-то не смотрел, то, пожалуйста, зайдите, посмотрите, или в подсказках, или просто на канале, в общем-то, найдете. Я старался. И впереди еще тоже у меня в этой рубрике, я решил пока ограничиться 7 альбомами, еще впереди 3. Но если будет заходить, то буду снимать еще дальше. Так, в общем-то, буду все делать я как обычно, поговорить о каждой песне немножко, в конце прийти к каким-то выводам и поставить альбому оценку. Поехали. Открывает альбом Bangers, трек Adore You. Это очень чувственная, очень красивая, очень сексуальная баллада. Я считаю, что для открытия альбома она великолепно подходит, но немножко сбивает с толку, потому что, конечно же, это не отражает суть альбома, потому что тут у нас довольно такое в лицо тебе R&B и хип-хоп, который мы получим совсем скоро, уже на втором треке, это We Can't Stop. И сейчас я, наверное, выражу довольно непопулярное мнение, но я считаю, что песня We Can't Stop намного сильнее его друга, брата под названием Wrecking Ball. Я считаю, что эта песня должна была возглавить чарт. Ее пиком, кстати, осталась вторая строчка, а не пустил ее на первое место Робин Тикс с треком Blurred Lines. Объясню почему. Для меня этот трек это такой прям крик о свободе, потому что песня, при том, что она вся такая фановая для вечеринок, в ней прям вот слышен немножко, знаете, надрыв, обработка голоса, когда вот она поет припев We Can't Stop, там все настолько вот, знаете, громко выведено вверх, что это немножко даже граничит с каким-то сумасшествием. Поэтому это вот такой вот манифест о свободе, такой вот очень в лицо. То есть, если, допустим, песня Midnight Sky это такое принятие Майли как вот личность, как себя, что она свободная, то тут это такой немножко крик о помощи, я считаю, но песня звучит великолепно. На третьем треке исполнилась детская мечта Майли Сайрус. Она поработала с Бритни Спирс, это кумир ее детства, естественно, Бритни вырастила целое поколение современных поп-звезд, и если бы не она, фиг знает, что было сейчас. В целом песня хорошая, я не могу сказать, что она прям прожила долгую и счастливую жизнь, эта песня, потому что сегодня она уже все-таки не звучит прям в тему, давайте честно говорить. Но коллаб хороший, послушать песню приятно. Если вы слушали Bangers с момента того, как он вышел, то у вас эта песня вызывает хорошие чувства. Если это все отбросить и послушать ее в 2021, ну такое. Четвертый трек 4x4, который должен был когда-то теоретически стать синглом, на нее даже был снят клип вместе с Нелли. Я считаю, что это отличная песня. Это такая помесь R&B с элементами кантри. Опять же, Нелли это такой чистый хип-хопчик. Звучит эта смесь классно. Мы еще в будущем в карьере Майли не раз услышим смесь такого поп-жанра R&B хип-хопа с ее такими кантри-корнями, потому что кантри-корни в Майле просто вылезают в самые неожиданные моменты. Как мы знаем, самый такой известный и классный вариант это Nothing Breaks Like a Heart, где в диско-поп песне мы просто получили офигенный кантри-вайб, но речь не об этом. Тут же мы получаем такой очень фановый, очень ритмичную песню, которая отлично вписывается в тематику альбома. Пятый трек, я считаю, что это худший трек на альбоме 100%, но и в целом песня говно полное, простите. Тут меня безумно раздражает Фьючер на фите, потому что его голос, ну, настолько противный, ну, настолько не в тему, ну, настолько, как будто он мимо нот поет специально, ну, могли бы в студии как-то подправить этот весь ужас. Честно, не нравится мне эта песня от слова совсем. Ну и шестой мы получаем короночку Майли под названием Wrecking Ball, ее главный хит именно чартово. Одна из самых продаваемых песен в карьере Майли, я думаю, самая узнаваемая, конечно же, про Лиама, которая была очень сильно актуальна, поэтому бомбанула, потом стала не актуальна, когда они сошлись и поженились, а теперь снова она очень актуальна. Великолепная песня, крутой продакшн, очень богатый продакшн, над этим работали крутые дяди-продюсеры, клип тоже великолепный, Терри Ричардсон знал, как сделать из Майли
бомбу. А в целом эта песня — это такой, знаете, момент поп-культуры, как ее выступление с We Can't Stop на VMA 2013. Она действительно с этим треком сделала такой вот важный момент, штамп в истории современной поп-музыки. Придраться тут не к чему. Седьмой идет великолепная песня Love Money Party. Я ее очень люблю. Знаю, что многие ее недолюбливают за такой, ну, достаточно легкий, не очень сильно продуманное продюсирование продюсеров, в общем-то. Но в туре мне очень нравилось, как Майли с ней выступала. Это такая чисто вот песня по фану от поп-звезды, которая слетела с катушек и пошла во все тяжкие. А Майли в тот момент именно это и пыталась репрезентовать. Восьмая песня хэштег Get It Right. В принципе, тоже песня такая, знаете, чисто для фана, чтобы послушать на вечеринке, в хорошей компании. На альбоме звучит хорошо, довольно пошлая в целом в стиле Майли в тот момент. Не сказать, конечно, что какая-то она прям долговечная, и сейчас он тоже звучит классно, но в целом очень-очень неплохо. Девятый мы получили композицию Drive. Это уже ближе балладная композиция, очень сильная. Отличная вокальная партия Майли, тут прям это на высоте. Но такой вот немножко трэп, хип-хоп бит не дает забыться о том, что мы все-таки находимся на таком тяжелом поп-хип-хоп альбоме. Ну, десятая идет просранный бриллиант с этого альбома. Это композиция FU. Это великолепный badass трек, текст, посыл, вот эта вот вся энергия сучки сработала великолепно, но, к сожалению, трек был обречен на то, чтобы стать синглом, потому что прям в названии у нас есть FU, это расшифровывается как fuck you, и на радио пришлось бы это все подблюривать немножко, поэтому композицию не трогали, и синглом она не стала, хотя потенциал у нее просто бешеный. 11 еще одна довольно пошленькая песня Do My Thing. Тут мы опять получаем такой очень мощный кантри-вайб, при этом на такой довольно сильной R&B хип-хоп композиции, но вот эти вот звуки, как будто банджо, если честно, звучит прикольно и довольно необычно. 12 идет песня Maybe You're Right. Я считаю, что это великолепная композиция во всех ее проявлениях, отлично звучит на альбоме. Опять же, хорошая партия вокальная от Майли здесь. Но она все-таки похуже, чем то, что закроет альбом Bangers. Это композиция Someone Else. Я считаю, прекрасное закрытие альбома, особенно то, как музыка уходит плавно в конце, звучит великолепно. Вот эти вот перемены немножко в тактах, когда Майли начинает петь речитативом, когда она поет просто таким прям надрывающимся немножко голосом, все прям очень-очень вкусненько, как закрытие, я считаю, просто лучший выбор, который мог, в принципе, быть. И на этом основная версия альбома закончена. Про Deluxe я говорить не буду, потому что там ничего интересного. И что же мы получаем в итоге? В итоге мы получаем очень важный поп-альбом 2010-х, потому что я считаю, что Майли с этим альбомом поставила такой очень жирный штамп своего имени и в целом немного поменяла ход игры, в целом как делать промоушен, как переходить в новые образы, как делать из себя такую оторву настоящую, как эпатировать публику и как потом разбираться с этим самым эпатажем, но при этом выдавать отличный музыкальный продукт. Альбом, конечно, вызывает у меня очень сильные чувства ностальгии, потому что это 2013 год, я был с Майли уже до этого давно, очень ждал альбом, переживал всю эту эру вместе с Майли. Но если бы я ставил оценку, то сейчас я оцениваю этот альбом в 8.5 из 10. Я считаю, что это очень высокая оценка. И на момент выхода альбома ставил ему оценку намного повыше, однако сейчас уже можно трезво оценить ситуацию, как она есть. И в своем обзоре на последний альбом Майли Plastic Hearts, то ему я ставил оценку 8.0, если я не ошибаюсь, но при этом Plastic Hearts я назвал альбомом лучше, чем Bangers, и от своих слов я не отказываюсь, потому что с течением времени, потому что альбом я тогда слушал буквально день и сразу ставил оценку, с течением времени я готов поставить альбому Plastic Hearts оценку выше, где-то 8.6, 8.7, пока я точно не определился. Но в целом, конечно, Bangers — это легендарный альбом. Я думаю, это всегда будет таким
самым мощным штампом в карьере Майли Сайрус, и это отличный штамп, ее первая номинация на Грэмми, пока единственная, поэтому вот как-то так у меня получилось. Если вдруг кто-то посмотрел этот ролик, пожалуйста, напишите, как вам альбом Bangers, какие у вас любимые треки, нелюбимые, в целом, что вы о нем думаете, и как он слушается сегодня. Мне бы было очень интересно почитать, а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.